Приветствую всех на моем канале, подписывайтесь, кто еще не подписан, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе очередного видео. Ровно 3 недели назад я вам показывала, как мы с вами проливаем вот эту маленькую орхидею, это орхидея-подросток в размере 1,7 голландская, средством для корней, именно с целью, чтобы ей нарастить немного корней. Ну, так как это детка, видите, я ее называю все-таки деткой. Орхидея 1,7, она маленькая, мы ее посадили вместе с вами еще осенью, но как-то активного роста корней не было. И поэтому цель у меня была нарастить корни. И вместе с вами мы ее пролили, и смотрите, какой уже результат за 2 недели. Вот сначала вырос вот этот корешок. Так, как его получше показать? Вот он, видите, какой корень появился. И вот сейчас я вижу, что появился еще один корешок. Это средство проявляет себя постепенно. На предыдущих орхидеях я вам показывала шикарные результаты прошлого года, тоже от применения этого средства, что наросли корни. Но да, корни растут постепенно. То есть я подозреваю, что еще будут нарастать корни. Кроме того, я вам в тот раз говорила, что у орхидейки корни были не в стадии роста. И вроде бы их достаточно было для такой маленькой орхидейки, но они дремали, они были закуклены. И вот смотрите, что я сейчас нашла. Корешок пошел расти раз. Смотрите, вот видите, маленький-маленький раскукливается буквально кончик. Тоже пошел расти, вот даже видно по тому коричневому пятну, что корень был закуклившийся. А сейчас, видите, раскуклился и пошел расти. Ну, поэтому вообще тут замечательно, конечно, видно. Но чтобы вам еще показать. Так, здесь кончик найти не найду у этого корня. Так, здесь что у нас? Так, где-то внизу надо, не хочу поднимать, чтобы не развернуть эту орхидейку. Но вот эти, конечно, корни говорят сами за себя. Вот сколько раз проверила это средство, всегда есть результаты. И я вам говорю, 3 недели, даже можете посмотреть предыдущее видео, ссылочку на предыдущее видео, чтобы даже сравнить состояние этой орхидеи, я обязательно оставлю под этим видео. И обратите внимание, что там вообще нет вот этих 2 корешков. И вот этот корень, вот, нет стадии роста. Ну, я думаю, здесь даже по этому маленькому кончику видно, что это буквально вот-вот-вот раскукливается корешок. Думаю, что и остальные корни, вот этот я жду, что он тоже раскуклится. И я вам рассказывала, что этим средством я поливаю орхидейки, реанимашки, орхидейки-детки, вот как в этом случае, а также орхидеи после пересадки. Вот поэтому приготовила эту орхидею, чтобы на практике еще раз показать применение, именно как я применяю это средство и вижу результаты. Потому что в интернете, если поискать на Яндексе, очень разные рекомендации по применению и нюансам применения этого средства. Я показываю именно то, как я применяю, и вот уже 2-й год я всегда вижу результаты от применения этого средства. Но я люблю показывать, не просто рассказывать, а всегда показать, и когда пройдет какое-то время, показать результаты. Я думаю, что эту детку я вам еще не раз покажу, потому что будут еще появляться корешки, обязательно далее будут расти. Замечательно, всегда вот деток, даже профилактически, 1 раз пролить стоит для того, чтобы поддержать, и вот даже для того, чтобы корни пошли в рост. Вот эта орхидея, мы вместе с вами ее пересаживали. Наверное, с момента пересадки прошло где-то недельки 2. Я вам показывала нюансы первого ухода за этой орхидеей, и я ее содержу над водой. Можно уже ставить ее и на мокрые пяточки. Я думаю, вот по грунту мокрому видно, что я ее проливала буквально несколько дней назад. И вот 1 раз после пересадки, даже у здоровых, хороших орхидей, я люблю проливать этим средством. Итак, что же это за средство? Это средство циркон. Вот. Это у меня новая упаковочка. Здесь вот есть старая. Покажу, почему сегодня открыла новую упаковку, что с этим средством у меня случилось от долгого хранения. И смотрите, меня часто задают вопрос, где купить это средство, если, например, вы живете в Германии, Польше, где-то в Европе, или у вас в стране просто нет этого средства. Это, по сути, выдержка из эхиноцеи. Посмотрите у себя какой-то препарат, который идет просто для растений, для рассады, не обязательно для цветов. Видите, здесь вообще написано всегда здоровый урожай. Именно чтобы в составе была эхиноцея. И я думаю, что с другим названием обязательно в каждой стране есть свои препараты, вы что-то найдете. Но это вот тех, у кого в странах этот препарат не продается.
Что касается этого препарата, он, кроме того, что всегда растут от него корни, он также повышает устойчивость к грибным, вирусным, бактериальным заболеваниям. Но после пересадки, как говорится, самое то. Один раз буквально пролить после пересадки. Бывают случаи более серьезные, я вам показывала, когда у орхидей действительно надо очень много нарастить корней. При пересадке было, например, удалено очень много корней, они там высохли, сгнили. Вы садите орхидею, тогда, конечно, можно пролить и 2 раза. Если с орхидейкой, как в этом случае, все хорошо, просто ее поддержать, защитить и пустить корни в рост, то вот после пересадки через недельки-2 пролить будет идеально, самое-самое то. Давайте вместе наглядно приготовим готовый уже раствор для полива. Вот смотрите, вот это мое старое средство, оно давно было открыто. И вот я обратила внимание, смотрите, что вот эта ампула, видите, здесь появился осадок. Она вроде бы прозрачная, но с таким оранжевым осадком. Я ее использовать уже не буду. Я купила новое средство сегодня, открыла, здесь идет ампула. Вот так она выглядит. Видите, это средство, да, оно по сути имеет такой немножечко коричневатый оттенок, но новая ампула, она идет без осадка, обращайте на это внимание. Эта ампула здесь 1 мл. 1 мл идет на 10 литров воды. Ну, мне так много не надо. Конечно, очень удобно пролить сразу большое количество орхидей, тогда и разводить легче, и применять легче. Но сегодня я вам покажу на одной орхидее, поэтому от этого 1 мл мне надо взять 1/10 часть. Как я вам говорила, я люблю очень использовать вот инсулиновый шприц, потому что мелкое деление всего шприца на 1 мл. Вот этот шприц, видите, здесь написано 1 мл. И я наберу, получается 0,1. Так, набираем. 1/10 часть, ровно 0,1. И выливаем. Так. И я перемешиваю. Прям шприцом вот так и перемешиваю. Для приготовления этого раствора обязательно используем воду прокипяченную. И ее следует остудить до такого теплого состояния. Обязательно кипятите воду. Это опять же про нюансы, которые я всегда соблюдаю, чтобы был результат. Что касается поставить орхидею в темноту, оставить на свету орхидею, я орхидеи после полива не прячу в темноту, наоборот оставляю постоять, делаю такой полив утром, и целый день у меня орхидея находится на свету, не прячу. Потому что есть, я знаю, споры по этому моменту, ну вот так я применяю, и у меня результат есть. Я все же перелью в лейку, потому что поливать с этой большой емкости мне неудобно, а лейка, маленький узенький носик, мне будет очень удобно эту орхидею проливать. Орхидейку ставим в глубокую емкость, любую мисочку, которую вам удобно использовать. Я использую вот такие контейнеры. Они идут для пищевых продуктов с крышечкой, но я его уже очень давно взяла и использую для своих орхидей. И опять же, по краю горшка, вот таким образом я проливаю эту орхидейку. Ну вот, обратите внимание обязательно, что до использования циркона орхидею за 2 дня до этого надо полить, чтобы вы поливали этим средством не по сухим корням, а по таким достаточно влажным корням. Я вам показывала эту орхидею, и когда грунт, что там даже конденсат был на дне, вы видели внизу горшочка, то есть я ее поливала, эту орхидейку, 2 дня назад. Тоже всегда соблюдаю это правило и вижу, что все работает, все хорошо. Видите, орхидейка недавно пересажена, мох еще совсем свежий, зеленый, я поливаю сейчас. И такой хороший, приятный запах, как и в лесу сразу. Все. Ну и как я сказала, эта орхидея здоровая, хорошая. Я ее проливать буду буквально вот 1 раз. Все. Если вам необходимо орхидеи действительно растить много корней, то сделайте 2 таких полива с разницей в 14-21 день. То есть, например, сегодня мы поливаем цирконом, 2 следующих полива по мере необходимости вы поливаете простой водой, либо комплексным удобрением, а потом опять цирконом. Разница между поливом опять же должна быть 14-21 день. Циркон не является удобрением, это подкормка. Удобрение не заменяет. Так, орхидейка постояла у меня вот буквально 10-15 минут. Этого достаточно, больше не надо, смысла уже нет. Так, сливаем лишнюю воду. Ну, я показывала вам,
в уходе за орхидеей после пересадки, что постепенно ее приучаю к мокрым пяточкам. Вот ставлю ее над водой. Ссылочку на видео, где я рассказываю все нюансы ухода, полива за орхидеей после пересадки, оставлю в описании под этим видео. Ну что, ждем результаты. Результаты я вам обязательно покажу. И ждем продолжения от этой орхидеи. Как я вам сказала, по опыту корни нарастают постепенно от этого средства. И также еще буду с вами делиться этими результатами. Напоминаю, циркон, выдержка из эхиноцеи. Всем, кому было полезно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередное видео. Пока-пока!